Итак, всем привет! Сегодня у меня будет новое видео, в котором я буду рассказывать о том, как можно сэкономить большое количество денег при помощи апгрейда ноутбука P870DM до новых тип карт MXM 3.1. Подробнее об этом ноутбуке я уже рассказывал в видео по ссылке выше. Данный ноутбук является первой версией, в котором реализована видеокарточка от NVIDIA 980 с настольным чипом. Затем в компании Cleo перешли на новый разъем питания и выпустили новую линейку моделей P870DM2 и DM3, TM и KM. Так вот, в этом видео мы попробуем доработать наш ноутбук как раз под эти видеокарты. Рядом лежит ноутбук P751DM2, который как раз и имеет разъем 3.1. В нем уже стоит аналогичная карточка 1070. Наша задача запустить ее на нашем P870DM. Через программатор с прищепкой я его уже прошил майским модбиосом, открыл поддержку RTX, установил i7 9 поколения и теперь осталось установить новую карту. Ну что, давайте начнем его корчевать. Для начала разбираем их и сравниваем. При осмотре оказывается, что кристалл у новых карт располагается в другом месте, в отличие от карт предыдущего поколения. Для новых карт я уже приобрел доработанный радиатор под один вентилятор. С 1070 и 1060 он справится, но для 1080 или более мощных карт будет необходимо купить Т-образный радиатор или доработать родной. Первая проблема в том, что карта длиннее и упирается в кронштейн крепления поддона. Придется подпилить. Отмеряем и аккуратно выпиливаем, пластик поддается без проблем. Интересно, что второй болтик удалять не надо, так как он упирается в островок на плате и не нуждается в доработке. Затем необходимо доработать кабель питания. В видеокарту идет широкий разъем, найти такой мне не удалось. Прозвонив пины, я узнал, что в широком 8-контактном разъеме они повторяются по 4 с каждой стороны. Оказалось, что если изменить полярность родного провода, карту можно уже запустить, но я купил за 150 рублей кабель питания от Asus и доработал его. Получилось вот так. Для более мощных карт, возможно, будет необходимо усилить крайние пины от второго разъема, но учитывая, что изначально стояла 980 карта на 200 Вт, а та же 1080 или 2080 потребляет меньше, то питания будет достаточно. Теперь самое сложное. Надо усилить питание на MXM разъеме. Нужные контакты находятся под корпусной частью, и чтобы получить доступ, придется разобрать весь ноутбук и извлечь материнскую плату. Раскручиваем все винты по периметру, извлекаем клавиатуру. Затем снимаем топ-кейс и отделяем плату от нижней части. Внимательно отсчитываем и находим необходимый пин с одной и с другой стороны, и затем соединяем их на данном пятаке. Прозваниваем, собираем и запускаем. 1070 карта от Cleo определилась, Experience ее увидал и драйвер подцепился. Интересный момент, что при установке карты 1060 от Cleo придется все-таки драйвер модифицировать. Здесь и 70 все отлично, так что приступаем к тестам. Проверяем пятно контакта и ставим термопрокладки. Одного вентилятора достаточно, чтобы разогнать горячий воздух. В общем, ни перегревов, ни падения частот при стокой конфигурации карты не наблюдается. Результаты тестов заносим в итоговую таблицу. После манипуляций с покупкой 1070 и продажей старой 980 карты и таких же манипуляций с радиатором, стоимость ноутбука увеличилась до 105 тысяч рублей. 1466 рублей за FPS получился после апгрейда, и он выходит на второе место. Доработка дала отличный результат, и теперь на данное шасси можно установить RTX карты. Итак, если вы готовы разобрать ноутбук, прошить BIOS программатор, поработать паяльником и напильником, то сможете сэкономить достаточную сумму на покупку видеокарты под Cleo и дать вторую жизнь первому поколению шасси P870DM. Ставим лайк и подписываемся на канал. До встречи!